Привет, друзья! Сегодня у нас шикарная задача. Даны три равносторонних треугольника. Вот зеленый и желтый стоят на одной прямой. Площадь зеленого равна единице, площадь красного равна 3, и требуется найти площадь третьего желтого равностороннего треугольника. Ну, кто-то может спрогнозировать и сказать, а вдруг эта площадь равна 4, 1 плюс 3. Ну, вряд ли, конечно, но всякое бывает. Давайте посмотрим все-таки, что в конце концов у нас получится. Я хочу сказать сразу, что задача не такая уж устная, как может показаться на первый взгляд, и кое-что придется нам здесь как бы обосновать. Поэтому прошу набраться терпения и напомню, что площадь S1 равна единичке, площадь S2 равна 3, и требуется найти третью площадь желтого треугольника. S3 нам нужно найти. Ну и, конечно, сразу многие напишут, что здесь 60 градусов, здесь угол 60 градусов, все-таки равносторонние треугольнички, и тогда на третий уголок от развернутого угла, который 180, остается 60 градусов. Ну вот дальше что? Ну, кто-то будет стороны находить этих треугольников, я не буду. Я просто назову эти стороны А1 и А2. А сторону третьего треугольника назову А3. Замечу, что все равносторонние треугольники попарно подобны между собой. Хотя бы по двум углам. Но у нас есть теоремка, что площади подобных треугольников относятся как квадраты сходственных сторон, соответствующих сторон. То есть А1 в квадрате относится к А2 в квадрате. Ну, площади треугольников известны, S1 и S2, это 1 и 3. Что отсюда следует? Что А1 относится к А2, как корень из единички относится к корню из 3. То есть единица на корень из 3. Там немножко у меня что-то мазнуло, поэтому я вот так красиво нарисую. Все. Ну, я могу даже обозначить сторону А1, могу обозначить x, а А2, x корней из 3. Верно? Ну и теперь нужно найти либо сторону желтого треугольника, либо площадь желтого. И вот кто-то скажет, что, скорее всего, вот этот угол в белом треугольнике равен 90 градусов. Он будет прав, но вот это и есть главная часть решения. Это нужно, ребята, обосновать. Смотрите, что у нас известно. Я нарисую отдельно этот треугольник белый. Смотрите, у него катеты будут, или стороны, это будущие катеты, x и x корней из 3, и угол 60 градусов. Пока это не катеты, ну, я даже возьму вместо x единичку, и вместо x корней из 3 просто корень из 3. И требуется выяснить, каким является вот этот угол. И это не так просто, оказывается, сделать. Ну, кто-то возьмет и соскочит на обратную задачку и скажет, ну, стоп, если у нас есть заведомо прямоугольный треугольник, да, заведомо прямоугольный, с катетом единицы и углом 60 градусов, то тогда я могу найти этот угол, он будет 30 градусов, гипотенуза будет равна 2, по теореме Пифагора эта сторона корень из 3. Но я спрошу вас, а почему эти треугольники равны между собой? Наш данный, который у нас, и тот, который прямоугольный. Что у них? Одна сторона, вторая сторона, и угол 60 градусов напротив одной из сторон. Нет такого признака равенства треугольников по двум сторонам и углу напротив одной из них. Более того, может, для кого-то открою тайну, что две стороны и угол напротив одной из них задают в общем случае два разных треугольника. Вот я попробую построить треугольник по углу альфа и сторонам А и Б. Вот откладываю здесь сторону Б, а теперь раствором циркуля, равным А, я делаю засечку. И вот эта дуга может, или окружность, пересечь в двух точках, коснуться и не пересечь сторону угла. Если я пересеку в двух точках, тогда у меня получится два различных треугольника со сторонами А и Б углом альфа. Верно? А вдруг и в нашем случае это так? Вот сторона А и А, видели? У нас один вот треугольник, а второй такой большой треугольник. То есть в общем случае задаются два разных треугольника. И как все-таки выяснить, что здесь прямой угол,
И это действительно прямоугольный треугольник. И здесь поможет теорема косинусов. Я обозначу третью сторону x, и по теореме косинусов, кто-то скажет: ребята, Казаков опять усложняет. Нет, я хочу, чтобы вы сдали экзамены свои, олимпиады. Хорошо, чтобы потом у вас не спрашивали преподаватели, откуда это, необоснованно, что вы там везде очевидно написали. Итак, применим теорему косинусов к этому треугольничку, и тогда окажется, что любая сторона, квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними 60 градусов. Косинус 60 1/2, 1/2 и двоечка сократится, да, что остается? Х в квадрате минус х минус 2 равно нулю. По теореме Виета обратно, здесь удобно найти корни минус 1 и 2. Х равно 2. Оказывается, существует такой один треугольник. Х равен 2. Х равен 2 напишу. Ну и теперь уже прямоугольный наш равны по трем сторонам. Значит, действительно здесь прямой угол. Либо по теореме обратной, теореме Пифагора, 1 в квадрате плюс корень из 3 в квадрате равно 2 в квадрате. Тоже прямой угол. Значит, знак вопроса теперь можно снимать. И уже теперь задача, конечно, решится и очень легко. Но это было самое главное в решении этой задачи. Если сразу написать, что там прямой угол, то решать там нечего. Итак, внимание, посмотрите, что получается. Мы сказали, что здесь угол прямой, треугольник прямоугольный, А1 и А2 катеты, и получается, что сумма квадратов катетов тогда равна квадрату гипотенузы. Верно? А3 в квадрате. А теперь смотрите, какая хитрость. Я домножу вот это обе части равенства на корень из 3, деленное на 4. Ну, надеюсь, большинство понимает, зачем я это сделал. Вот. Получается вот такое равенство. Корень из 3 на 4. Для тех, кто забыл, не в курсе, что площадь равностороннего треугольника можно найти равностороннего треугольника по формуле а в квадрате корней из 3 на 4. Вот отсюда и следует, что S1 плюс S2 равно действительно S3 в данном случае. Это 1 плюс 3 равно 4. Да, при значениях площадей 1 и 3 выполняется именно такое соотношение. В качестве домашней задачи для знатоков я предлагаю найти закономерность, то есть выразить S3 через S1 и S2 вот в самом общем случае. Выразить S3 через S1 и S2. Ну, а я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, кто досмотрел до конца, поставил лайк, и кто отчаялся и подписался на канал. Пока. С вами был Валерий Казаков.